Михаил Александрович, мы не случайно присутствовали на этой пресс-конференции, потому что много лет газета «Народная инициатива» освещает фестиваль «Спасская башня». И должна признаться, что на каждом фестивале выступления Московского училища ждут, потому что обязательно там будет присутствовать особенная фишка от молодых исполнителей. И зрители с большим нетерпением ждут выступления именно вашего коллектива. Любое выступление оркестра – это свой маленький концерт, это дефиле. Это означает, что выпускник дирижерского факультета должен обладать знаниями и как режиссер, и как сценарист, и как хореограф, и иметь даже навыки актерского мастерства. И в связи с этим такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в программе обучения есть ли такие элементы, о которых я сказала? Это сценарист, режиссер, хореографическая подготовка, актерская подготовка. Ведь ваш коллектив часто выступает с воспитанницами пансионата Министерства обороны. Вероятно, они как-то заранее подготовят какие-то хореографические номера и так далее. Вот это сегодня не прозвучало на пресс-конференции. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Сразу хочу сказать, что вот все, что касается задумок режиссерских, это прежде всего, конечно, работа наших преподавателей Михаила Александровича Мельника вместе с Кириллом Олеговичем Черчиком. Вот это два как бы генератора идей. И как правильно говорят, они совершенно справедливо говорят, что воплощение – это задача тяжелая, значит, самое главное – это вот идея, придумать идею этого шоу, представления, чтобы оно было интересно, чтобы оно не повторяло ничего, чтобы оно было свежо, новое, как вы говорите, чтобы какую-то фишечку имело в себе. Но в качестве вот профильного образования, чтобы мы давали там какие-то режиссерские навыки, хореографические, у нас есть система дополнительного образования, которая подразумевает хореографическую подготовку, но это по желанию, это не обязательно. И те ребята, которые у нас танцуют с девочками из пансиона Министерства обороны, с которыми мы очень дружим, творчески, часто взаимодействуем, они как раз обучаются вот в рамках дополнительного образования у профессиональных преподавателей хореографии. Все, что касается какого-то действия актерского, наши ребята, наши суворовцы это изучают как раз вот в практической своей деятельности. Когда они в этом участвуют, они после этого несут через свое обучение дальнейшее выше, и потом эти навыки, все то, что они видели, то, что они в себе впитали, они уже потом это переносят уже как дирижеры в других творческих коллективах, которые они возглавляют. Но в этом отношении, конечно, лучше всего сказать Михаил Александрович, который непосредственно занимается вот конкретно этой подготовкой, и в частности проекта «Спасская башня». Ну, односложно ответить на этот вопрос достаточно непросто, и у всего есть определенная предыстория, как все эти не только идеи рождаются, а вообще это практика. Как Александр очень правильно заметил, что у нас нет профильного направления именно там, режиссуры, сценографии. Есть опыт, который сложился, начиная с обучения, в данном случае, если брать в частности меня, с училища, внедрением в тот период такого направления, как плац-концерт. И вот эти навыки, элементы, да, хореографии, постановки, сценографии, и что послужило в дальнейшем мое участие как музыканта, оркестра в разного рода мероприятиях, фестивалях, не только на площадках России, а и далее везде. Я мог и посмотреть, и поучиться, и как-то взять на вооружение, уже будучи как военный дирижер, все эти навыки потихонечку внедрять в жизнь. А в принципе практически уже 15-летнее участие в проекте «Спасская башня» ежегодно диктует новые тенденции, новые возможности. Не то, что мы не стоим на месте, мы смотрим вокруг, пытаемся адаптировать то, что нам будет наиболее приемлемо, интересно, грамотно и в первую очередь адаптировано под наш формат, именно юношеский. Это должно быть интересно. Как вы правильно заметили, театрализованные постановки. И, наверное, это и есть определенная фишка. Не собирать несочетаемое, а все это перетворить в одно какое-то направление, в какую-то смысловую нагрузку придать этому всему и добавить хореографию, сценографию, подкрепленную и визуализацией световых эффектов, пиротехнических эффектов, звуковых эффектов. Потому что это целый комплекс, который
опять-таки идет ежегодно, с опытом приходит. И, к счастью, педагогический коллектив, который работает над этим проектом, имеет практику работы и в других, с другими коллективами, профессиональными, по разному роду деятельности. И вот все это, как говорится, вот эта компиляция, да, она дает определенный результат, ну, тот результат, который мы на сегодняшний день видим. Что будет завтра, это мы уже посмотрим завтра, пока мы пытаемся соответствовать тем ожиданиям, которые возлагает на нас зритель. И пока на сегодняшний день получается, понятно, что все мысли, идеи, и они у нас зарождаются сразу же на следующий день после окончания Спасской башни. Начинается работа уже на следующей Спасской башне. Все идеи проходят через Алексея Петровича. Конечно, многие моменты у нас шлифуются, обговариваются. Но это творческий поиск. И на сегодняшний день то, что к чему наш поиск приводит, вы в принципе видите это все. И если просмотреть все Спасские башни, вы видите динамику мысли. Динамику мысли. А вот эти идеи, которые появились в этом году, когда оркестры пошли на вокзалы и когда был проход по ВДНХ, это вы к ним имеете отношение, вот к этому новому подходу? Музыка в народ, да? Я бы сказал, что нельзя сказать, что это очень новая идея, но это как бы идея, которая генерирует дирекция фестиваля. Дело в том, что и в этом логика есть, потому что собирается большое количество прекрасных коллективов. Да, понятно, они выступают в рамках непосредственно шоу, которое проходит на Красной площади. Но ведь обидно, люди приехали с разных стран. Понятно, что в Москве интересно максимально москвичам, а тот, кто не смог попасть на фестиваль, он ведь тоже должен каким-то образом прикоснуться к этим гостям. Москва всегда гостеприимно встречает по-настоящему участников фестиваля. Поэтому вот и была идея, чтобы показать на ВДНХ, чтобы максимальное количество и москвичей, и гостей столицы увидели эти коллективы. И Спасская башня на вокзалах, эта идея тоже не нова, опять же, исходя из того, что вокзал – это огромное скопление и жителей, и гостей. И вот те гости, краткосрочные гости Москвы, которые проездом через Москву едут. Москва – это узел, транспортный узел. И у них вдруг вот появляется такой удивительный, такой нечаянный праздник, когда они могут на вокзале увидеть коллектив, который они вот специально увидеть вряд ли смогут. Приезжают один раз в год, а коллективы, как правило, не повторяются на Спасской башне. А вот эту идею в этом году у памятника Жукова. Каждый год Спасская башня пытается максимально расширить свои возможности. И, по-моему, в этом году даже в Кубинку ездили, да? Да. К храму новому военному, да? Это уже традиция не новая, она повторяется. Да, обязательно одно представление делается у главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Там выстраивается соответствующий антураж. Ну и там просто красиво, это необыкновенное место, где и место знаковое, и фестиваль является украшением этого места. Там много сходится в одной точке, эмоциональной. Поэтому да, каждый год фестиваль все более и более становится разнообразным, и есть стремление к тому, что вот этих неделю, 8 дней, когда идет фестиваль, максимальное количество москвичей могли приобщиться к этой красоте, к искусству военных музыкантов и увидеть творческие коллективы, которые увидеть специально почти невозможно. Исторически так сложилось, что в российской армии каждый офицер обязательно обладал навыками владения оружием, джигитовкой и умением танцевать. И если на бал приходил офицер, это был лучший танцор, который обладал и выправкой, и знаниями, и умениями. И уж это была, если это мазурка, то офицер был первый танцор. Скажите, пожалуйста, все-таки вы же относитесь к музыкальному образованию. Вероятно, для вас это тоже важно, научить мальчиков, чтобы они могли красиво и хорошо двигаться, потому что действительно сейчас каждое выступление любого оркестра, это обязательно включаются хореографические элементы, иначе просто неинтересно. Вот есть ли у вас обучение вот этому, хотя бы каким начальным основам? Ну, конечно. Но это прозвучит чуть-чуть банально и странно на первый взгляд, но первое и самое главное и наиболее важное – это строевая подготовка, как ни странно, умение держать
корпус, умение управлять своим телом, умение правильно поставить ногу, сделать правильный отмах руки, правильное положение головы. Это все элементы строевой подготовки, то, что предписано уставом, и та дисциплина, которой уделяется очень много внимания. Конечно, при подготовке к дефиле мы прибегаем к помощи профессиональных хореографов, и они обучают детей определенным движениям, определенным по группе движений, как входить в это движение, как из него выходить. Более того, вы совершенно правильно заметили, мы уже фактически 10 лет мы не представляем свои совместные выступления без наших партнерш, без девочек пансиона воспитанных с Министерства обороны Российской Федерации. Мы с ними дружим, у нас хореографы давно как бы общие, поэтому, когда наши ребята приезжают для совместных репетиций в пансион, они прекрасно понимают преподавателя пансиона, и также, когда девочки к нам приезжают, они также легко взаимодействуют с нашим преподавателем. Поэтому мы очень много проектов делаем совместно. Поэтому, конечно, хореографическая подготовка есть, без нее невозможно было бы показать то, что мы показываем на Спасской башне. Тогда вдогонку еще вопрос. Замечательная подготовка, музыкальная, хореографическая, артистическая и так далее и тому подобное. Но вы все-таки военное музыкальное училище, а ваши ребята имеют навыки владения оружием? Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, в рамках начальной военной подготовки, потом у нас есть стажировка, и летом мы выводим ребят на полигон, они имеют возможность выполнить упражнения из огнестрельного оружия, скажем так. Поэтому они владеют, они хорошо знают стрелковое оружие, автомат АК-74, они из этого оружия выполняют стрельбы по огневой подготовке. Это, конечно, не такая огневая подготовка, которая уже проходит выше военно-учебных заведений, но мы даем элементарные начальные навыки, они имеют. Спасибо. Скажите тогда, технический вопрос, вам его не задали на пресс-конференции, как руководитель училища. Все-таки 85 лет, может быть, вы занимались этой темой. Сколько же выпускников было за это время? Более 3500. Вот это очень важно услышать. Я хочу сказать, что цифра вроде бы как бы не сильно большая, но с учетом того, что в год мы выпускаем только 50 человек, ну, это, в общем-то, цифра, которая такая внушительная, большая цифра. И потом, самое главное, вот Ирина, наш спикер, она употребила это слово, оно звучит не очень корректно, но, в общем-то, достаточно четко определяет понятие «штучный товар». Штучный товар. Мы не выпускаем подразделения, мы выпускаем индивидуально подготовленных, хорошо в профессиональном отношении подготовленных специалистов. И каждый из них действительно это алмаз ограненный. Поэтому самая большая гордость, пожалуй, вот, оглядываясь на историю нашего училища, так получается, что школа, училище, она позволяет почти не допускать брака. Почти не допускать брака. У нас нету каких-то проколов, когда кто-то бы махнул рукой и сказал: ой, никчемный совершенно выпускник, знаниями не обладает, ничего не умеет. У нас как-то вот Бог велел, пока не было этого. Все специалисты, которые у нас выходят из наших стен, если они даже не идут в институт военных дирижеров, не продолжают свое образование для того, чтобы получить военно-дирижерское образование, получить офицерское звание и возглавить какой-то военно-творческий коллектив, а идут в оркестр военный, как правило, берут без конкурса. Он просто говорит, что он закончил, и тоже берут. Потому что знает, что он обладает уже компетенциями готового профессионального военного музыканта, которому обучать служебно-строевому репертуару не надо, он его знает, обучать действия музыканта в строю не надо, он этими действиями владеет. Поэтому пока училищу удается это самое важное, выполнять свое предназначение, готовить высокопрофессиональных военных музыкантов.